Всем привет! Сегодня на обзоре у часового. Нет, это не чудо-фонарик, это полезный гаджет от Trustfire. Почему Trustfire? А потому что у меня на кармане уже пару лет висит вот такой вот классный фонарик. Вы спросите, зачем я купил? Во-первых, я такой видел у Nightcore, но дороже. А когда я вижу вот такой вот товар да за 3 евро, я не могу пройти мимо. Что может данный малыш? Во-первых, он может заряжать аккумулятор. А во-вторых, он может от аккумулятора заряжать, к примеру, ваш телефон. То есть универсальный гаджет. Так, гаджет у меня пропал, потому что я к нему уже придумал небольшой чехол. А что мы видим в инструкции? А то, что нам рассказывает, что можно заряжать литиевые аккумуляторы и не нужно заряжать на 1,2 вольта. Ну, конечно же, мы проверим, а вдруг. Собственно, кроме веса и силы тока 1 ампер, здесь более никакой полезной информации нет. И так, здесь тоже ничего нет, поэтому что, переходим к самой зарядке. Положил я его вот в такой чехол, который у меня остался от наушника. Наушники неплохие, кстати, были, но куда делись, я уже не знаю. А чехол очень интересный. Итак. Я также положил вот такой вот измерительный приборчик, и вот эта вот зарядка приветствует нас вот таким образом. Почему я положил в чехол? Сами понимаете, провода, они могут переломиться, и, собственно, толку от этой зарядки не будет аж никакой. Кроме чехла, я бы советовал вам усовершенствовать данную зарядку вот такими двумя магнитиками. Просто их ложите в чехол, они там сами себя держат. Они вам помогут зарядить любой аккумулятор, потому что есть варианты, что вот эти вот контакты могут не доставать до некоторых типов аккумуляторов. Поэтому с помощью такого вы, во-первых, сможете зарядить любой аккумулятор, а во-вторых, вы сможете зарядить даже, к примеру, вот такую дичь от одноразки. Если вам нужно зарядить, либо же от нее запитаться, то с помощью магнитов вы все это можете зафиксировать и использовать. Как вы видите, сам зарядный блок представляет собой вот такой прямоугольник, где есть как вход, так и выход USB, вернее, вход-выход. Давайте возьмем какой-нибудь аккумулятор, вот такой, к примеру, без защиты, и проверим, во-первых, насколько крепко будут держаться контакты. Итак, давайте посмотрим, нельзя ли их перепутать. Конечно же можно, поэтому смотрим надписи плюс и надпись минус. Так, тут все мы законнектили. Причем, видите, он вот так вот ползает, а если использовать вот этот маленький магнитик, вот таким образом. Все, проблема решена, все хорошо зафиксировано. Подключаемся. Так, что нам не жалко? А давайте тот же Minix мы сейчас попробуем подключить. Будет ли он заряжаться? Да, как вы видите, он заряжается без проблем. А значит, что? Нужно проверить, какой ток она выдает. Для этого мы в разрыв ставим вот такую вот измерительную штуку. Она нам показывает напряжение. Напряжение у нас идет 5 вольт. И подключим, к примеру, вот такой вот фонарик. Выдает 0,82 ампера. Так, давайте что-нибудь еще попробуем. К примеру, телефон. Телефон не такой жадный, а вот уже жадный 0,89 ампера берет. Немножко просело напряжение, но совсем чуть-чуть. 4 вольта 78 сотых. Я считаю, это вполне нормально. Выдает 0,9 ампер. А давайте попробуем в обратном порядке. Давайте пересоберем этот конструктор. И тут нам понадобится вот такой вот пауэрбанк. Любой пауэрбанк выдаст 1 ампер, даже самый плохой. Зажегся красный светодиод и началась зарядка данной батареи. Как-то слабо идет. Давайте проверим другой порт. 0,33. Давайте возьмем другой аккумулятор. Не спрашивайте, зачем там бумага, для того, чтобы не тарахтел аккумулятор. Так, тут у нас ток не увеличился, поэтому что? Правильно. Проверяем на другом аккумуляторе. Другой аккумулятор у нас, скорее всего, сильнее разряжен, поэтому он берет 0,62 ампера. А давайте попробуем подключить, к примеру, аккумулятор на 1,2 вольта. Как вы видели, один из недостатков, это дело ко всему липнет и пытается между собой также соединиться. Так, 5,1 вольта выдает наш аккумулятор. И вот теперь точно не обойтись без магнитов. Но если бы здесь был элемент 18650 маленький, он как бы тоже был нам нужен. А давайте посмотрим. И потребление у нас идет. Данная штука пытается заряжать аккумулятор. Напомню, здесь 1,2 вольта. То есть явно нету защиты от дурака, потому что давайте замерим, какое напряжение подается на батарею. Внимание, вопрос, начнется ли зарядка аккумулятора на 1,2 вольта. Да, она начинается, но зарядка идет 3 вольтами. Ну, то есть аккумулятор вы явно убьете таким образом. Давайте проверим напряжение на аккумуляторе после такой экзекуции. 1,27, все нормально, живой. И вот такую силу тока выдает данная зарядка на аккумулятор, если мы ее подключаем к обычному зарядному устройству, которое мощнее 50 Вт. А теперь давайте попробуем заряжать вот такой вот странный аккумулятор из одноразки. Итак, у нас есть пауэрбанк. Подключаемся. Итак, пробуем заряжаться. Заработала электроника сигареты и пошла зарядка 0,5 ампера.
Так что даже вот такие вот странные аккумуляторы при желании вы сможете зарядить. И еще в комплект рекомендую положить вот такую вот штуковину. Это USB фонарик, он стоит там порядка 50 центов, их на евро накидывают целую кучу на Алишке. В общем, с помощью такой штуки вы в крайнем случае можете сделать еще вот такой вот фонарик, который будет очень долго светить от элемента 18650. Место не занимает, но может пригодиться. И вот, наконец-то, когда я подключил на зарядку вот такой вот портативный паяльник, то мы видим практически 1 ампер. Ну, там, в пределах погрешности. Так что свой честный ампер данная зарядка без проблем выдает. Как вы понимаете, данная зарядка это такая себе на всякий случай штучка, которая может вам пригодиться, к примеру, на рыбалке, либо где-нибудь в походе. Если у вас сел телефон, либо же наоборот сел фонарик, то можно подзарядить аккумулятор от телефона. В общем, работает данная штука в две стороны, выдает 1 ампер. Не знаю, возможно, это только мне она показалась полезной, но я себе такую штуку приобрел и, в общем-то, ношу в сумке на всякий случай. Но, как показывает практика, вот эти вот неодимовые магниты доставляют довольно много хлопот, потому что они все время пытаются между собой схлопнуться. Без чехла, конечно, это все может быстро прийти в негодность, а в чехле вы можете носить не только, к примеру, саму зарядку, но и элемент на 14500, к примеру, запасной. Надеюсь, в модели UC11 добавят все-таки чехол, потому что без чехла, мне кажется, эта штука не совсем удобная. Если вам нужна простая зарядка, которая работает как на разряд, так и на заряд, зарядку от Trustfire UC10 смело могу рекомендовать. Ориентировочная цена 3 евро. Особо дороже за нее переплачивать смысла не вижу, а за 3 евро данную зарядку я рекомендую.